подошел к контейнеру, где мы видим плодоношение сорта White Brava. Второе название Lilo. Этот сорт также получен из Испании. Вот мы видим, что плоды созрели, уже клюнули носиками, полностью мягкие, и кожица даже в них уже повреждена. Здесь от трения другие саженцы, другие побеги инжиров. Здесь плотная установка у нас в парнике. Контейнеры стоят плотно, в затененном состоянии, но тем не менее плоды созрели. Вот такие плодики. Значит, форма плода каплевидная, цвет зелено-желтый, с коричневым загаром, хвостик около 1,5 сантиметров, хвостик плода среднего размера, не длинный, не короткий, средний. Значит, ну и вот сейчас я сорву один из плодов и взвесим его, проведем его дегустацию. Значит, вот этот плодик я сорву. Вот, и сорву еще один плодик. Вот так вот. Очень легко. Оборвались уже кожица. Видите, какая. Видно, что мягкая очень кожица. Нежная. Итак, White Brava. Второе название Lilo. Значит, вот 3 плода я сорвал с первого саженца из контейнера. Значит, это сорт у нас White Brava, Lilo. Я нахожусь около второго контейнера White Brava, где также он плодоносит. И тут видим, что плод более крупного размера. Этот сорт обладает очень крупными плодами. До 100 грамм даже такие плоды. Это заявлено, что плоды могут быть такими. Но это в открытом грунте, запасы древесины и, значит, с возрастом они укрупнятся. Сейчас пока в контейнере они не показывают, соответственно, таких размеров. Но вот первое плодоношение, первые плоды. Видно, что урожайность будет высокая. Это бребы. Вот еще один плодик, бребы, плоды первого урожая. Итак, этот плод, видно, что грамм до 60 может быть. Тут 3 плодика висит, ну, тут 4 плода на этом контейнере, первое плодоношение. На втором контейнере было, саженцы со второго контейнера было 3 плода. Сейчас эти плоды пройдем взвешивание, разрез и дегустацию. Итак, значит, я сорвал 4 плода сорта White Brava. Второе название Lilo. Вот эти плоды на тарелке. И сейчас проведем взвешивание одного из этих плодов. Вот я возьму вот этот плодик завяленный. И посмотрю, сколько тут вес. Ну, около 30 грамм вес. Стоит отметить, что реальные размеры этого сорта гораздо больше. И вес этих плодов. Первое плодоношение в контейнере не показывает реальный размер этих плодов и реальный вес. Из-за того, что они, значит, плодоносят в малых объемах земляного кома. Значит, этот плодик взвесили, теперь вот этот плодик. Тут около 29 грамм, значит, 28,4 грамма весы показали. Этот плодик, вот, то же самое, 28,1. И последний плодик 24 грамма. Ну вот в среднем 25-28 грамм. Визуально кажется, что они крупнее и тяжелее, но на самом деле они легче. Потому что уже завялились, значит, и утеряли влагу. Взвешивание проведено. Теперь я разрежу один из плодов, посмотрим его начинку. Какова мякоть и продегустируем. Вот плодик вот этот я возьму сейчас. Значит, и проведу его разрез. Значит, вот такая белая мякоть. Значит, что с семенами? Семена, значит, диаметром около миллиметра, небольшие семена. И их общий объем в объеме мякоти невелик. Это видно, что кожица очень тонкая, подкожный слой. Также здесь вот имеет такой оттенок другого цвета. Вот отслаивание происходит кожицы легко от мякоти. Ну и вот продегустируем. Значит, зафиксируем то, что мякоть White Brava Lilo имеет белый цвет. Теперь дегустация.
сладкий. Значит, сладкий с каким-то своеобразным, значит, таким привкусом сортовым. Значит, довольно вкусный. Сахаронакопление высокое. Значит, учитывая то, что плод уже, конечно, начал завяливаться, потерял влагу, но из-за этого сахаристость еще более должна повышаться. Сроки созревания? Плод созрел на 16 июля, вот они сорваны, перезрели уже. Сегодня 16 июля 2019 года. Плоды перезрели. То есть это можно сорт относить к сверхранним сортам. Сверхранним и очень раннего срока созревания инжира. Значит, это фига, дающая 2 урожая. Это в теплице созрел? Да, созрел он, значит, выгонка шла в парниковых условиях. Значит, потом где-то около месяца назад были пленки сняты, уже саженцы выросли доверху. Значит, после того, как они были выгнаны, естественно, у них был задел. Значит, по срокам созревания они ускорились. Значит, ну вот, по нашему климату, Луганская область, Украина, значит, у нас созревание произошло в первой декаде, скажем так, июля. Значит, ну, сейчас плоды уже перезревшие здесь, были сорваны. Итак, констатируем, что плоды первого урожая, значит, у нас где-то порядка 25-28 грамм. Значит, ну, это надо понимать, что в малых объемах земляного кома, соответственно, размеры и небольшие этих плодов. А в нормальных условиях они будут гораздо крупнее. Значит, при высадке в открытый грунт или больше объем контейнеров, где больше питания. Значит, мякоть у него белая. Значит, вот такая вот сочная косточка, очень маленькая, около миллиметра. Объем этих косточек невелик. Кожица съедаемая, очень приятный, нежный вкус, таким с медовым оттенком. Значит, цвет у него желтый, здесь зелено-желтый в теневых условиях, на солнце он будет более желтый. Ну, сейчас по факту зелено-желтый. Форма плода каплевидная, круглая или немножко вытянутая, но больше округлая. Хвостик на плоде небольшой. Значит, потенциальная урожайность должна быть высокой. Значит, и он дает 2 урожая. Значит, ребы, которые мы сорвали сейчас, плоды первого урожая, и второй урожай основной, который, значит, должен созревать позже. Ну, в наших условиях обычно созревают в сентябре второй урожай ранних сортов. Значит, ну, к концу сентября, середина сентября. Значит, это при выгонке парниковых условий. Значит, вот сегодня мы показали сорт инжира, полученный из Испании под названием White Breva, Lilo. Значит, я разрезал еще один плод, и здесь видно, что сердцевина у этого плода более коричневого оттенка. Значит, более коричневого оттенка. Вот эта камера, через которую происходит опыление для инжиров, требующих опыления. Для самоплодных сортов как бы этого не требуется. Партенокарпических самоплодных фиг. Значит, ну вот. Еще один плодик разрежу, посмотрим начинку. Значит, здесь так же самое. Мужские тычиночные цветки. Вот. Значит, вот такой вот плод. Видно, что здесь будет медовая мякоть. Итак, White Breva. Второе название Lilo.